Всем здравствуйте! Сегодня вам покажу, как вяжется вот такая вот кофточка. Может быть, она не ваш вариант, но вы можете взять как за основу либо рисунок, либо просто как саму ее вязать. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится вот такая вот футболочка. Будем по ней просто вязать. Лямки, соответственно, у нас будут чуть меньше, чем на самой маечке, чем на самой футболке. Пряжа у меня, не подскажу вам по названию, просто вот тонкий хлопок, хлопковая такая вот пряжа. Она у меня тоненькая, и крючок у меня номер 3, чтобы было не слишком тугая такая, да, тугой рисунок, чтобы не получался, получится более такой воздушный. Ну и, соответственно, метраж, там, ручка, чтобы записывать, если вам нужно будет. Делаю первую петельку и набираю. Так, набираем 14 воздушных петель, плюс 1 петля для подъема. Набрали мы, получается, ровно 15 петелек. И теперь во вторую петлю от крючка мы провязываем столбик без накида. В каждую петлю нам нужно провязать столбики без накида. И у нас должно получиться 14 петель. Но вы ориентируйтесь, в принципе, какую хотите длины резиночку. Здесь разницы нету. Можно сделать чуть меньше, можно сделать чуть больше. Последняя петля, делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем наше вязание, и теперь за заднюю стенку также провязываем столбики без накида в каждую петлю. Таким образом нам нужно провязать наш перед, получается, обхват нашего только переда. Продолжаю вязать свою резиночку. Последнюю петельку также за заднюю стенку, столбик без накида, одну воздушную петлю, разворачиваем наше вязание и также продолжаем за заднюю стеночку столбики без накида. Итак, вот что у нас получается уже. Длину мы отмеряем. Желательно, если хотите, можете провязать до конца. Можно провязать не слишком длинную, чуть оставить, потому что это все-таки резиночка, и она имеет свойство растягиваться. Так, вы можете связать сразу и перед, и зад, а потом разделить, но тогда у нас шов будет с одной стороны прям, получается, на резинке виден, да, сбоку. Поэтому, чтобы у нас был шов только, ну, и с обоих сторон, поэтому мы вяжем сначала, допустим, перед, и потом будем вязать отдельно зад. Вот. Ну, в принципе, если для вас это не критично, можете связать сразу резинку и наперед, и назад, сделать одним полотном и как бы вязать просто по кругу, а дальше уже по пройме разделить. Дальше что мы делаем? Теперь поднимаемся наверх и будем вязать наш узор. Узор мы будем вязать по вот этим выступам. Есть как бы ямочки и выступы. Набираем 3 воздушные петли подъема. Делаем накид и сразу
первый выступ пропускаем, во второй выступ, получается, провязываем 5 столбиков с одним накидом. Теперь дальше смотрим. У нас один выступ, да, и теперь второй выступ мы также провязываем 5 столбиков с одним накидом. Таким образом мы будем с вами чередовать наш рисунок, не чередовать, а мы будем таким образом вязать наш рисуночек, пропуская один выступ, и в следующий выступ нужно будет провязать 5 столбиков с одним накидом. Вяжем до конца ряда. Довязали мы с вами до конца ряда. И теперь в конце у нас самая последняя петелька. Туда мы провязываем просто столбик с одним накидом. И закончили этот ряд. Провязываем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем наше вязание. И теперь в эту последнюю петельку, в которой мы заканчивали, да, вязание, делаем столбик без накида. И теперь набираем 5 воздушных петель подъема. Так, и теперь вот эти вот 5, ну вот получается в последнюю, в пятую, ну как бы нужно между ними, но там петельки нету между ними, получается как бы в последнюю пятую, да, последний пятый столбик провязать, столбик без накида. Опять провязываем 5 воздушных петель подъема. И также смотрим, где наша последняя петля, последний наш столбик, и делаем столбик без накида. 5 воздушных петель подъема. Вот как попалось мне, узелочек попался, ну ничего страшного. Можете провязывать таким способом, провязать вот так вот прям столбик без накида, прям между ними, но мне, конечно, понравилось больше просто, если мы будем провязывать в петельку. Таким образом вяжем до конца ряда. Конец ряда. 5 воздушных петель было, и где были петли подъема, мы туда провязываем столбик без накида. Провязываем 3 воздушные петли подъема, разворачиваем наше вязание. И теперь там, где у нас вот эти вот воздушные петельки были, мы в центр этих петель провязываем 5 столбиков с одним накидом. Таким образом, теперь наш рисунок будет просто повторяться наверх. Вот и все. Вот он и весь шикарный узор. Мне кажется, очень красивый узор. И для маечки прям самое то получается. Провязали 5. Теперь следующие у нас, где были воздушные петельки, также в серединку находим столбики с одним накидом, 5 штук.
до конца ряда. В конце ряда нам нужно провязать столбик с одним накидом. После нам нужно будет опять провязывать вот эти вот 5 воздушных петель. Если не помните, как в начале ряда мы это делаем, обязательно перелистните видео и посмотрите, как это начало ряда вяжется. Таким образом, нам нужно такой рисунок повторять первый, второй ряды. И вот что у меня получается. Можете провязать просто топиком, обхват тогда по груди. Можно провязать просто как майку. Так, вот я провязала, и теперь я делаю проймочку. Делая пройму, я последнюю нашу пяти вот эту вот из столбиков, я ее просто туда не довязываю и делаю просто на последний заканчиваю столбик без накида, делаю 3 воздушные петли подъема. И теперь мы будем продолжать вязать ряд из 5 столбиков без накида. Тем самым мы уже, получается, сделали как бы одну убавочку, да. В конце мы также вот на этой петельке не будем заканчивать, мы ее не будем провязывать туда. Вот она, мы туда 5 уже не будем провязывать, мы здесь и закончим. Мы делаем сюда столбик с одним накидом. Вот таким образом. Делаем одну воздушную петлю, разворачиваем наше вязание. Сюда же провязываем столбик без накида и 5 воздушных петель. Тем самым продолжаем дальше вязать. Этот ряд у нас также продолжается наш рисунок. И в конце, смотрите, мы также 5 уже не довязываем. Получается, у нас на этой стороне у нас нет вот этих 5 воздушных петель. Мы заканчиваем на одну меньшую. А когда вяжем на другую сторону, у нас на другой стороне мы не провязываем, получается, по 5 вот этих столбиков без накида. Вот, смотрите, как у нас получается. Тем самым вяжем просто по своей маечке, по своей пройме. Длина проймы составляет у футболки примерно 20-22 сантиметра. Вот нам нужно сейчас довязать с вами. Еще пройма у нас уже будет идти прямо, а воротник мы будем сейчас уже тоже урезать. Считайте, смотрите, какими и сколько я провязала рядочков. Вот у меня уже 3 рядочка просто прямо я провязала. Пройма так идет. Я провяжу 7. 1, 2, 3, 4. Где-то 7-8. И будем тихонько, также, как мы убавляли пройму, мы также будем каждый ряд убавлять наш воротничок. Можете прям ровно по центру определить себе свои вот эти вот по 5, да, которые. Можно их сразу по центру определить, разделить центровые. Я оставляю в центре 2 вот этих узорчика. И будет у меня этих узорчиков по 8 по сторонам. Но опять-таки говорю, что в центр вы можете прям просто пополам разделить и вязать просто в центре. Вот, я вяжу одну, допустим, сторону. Также, получается, там пропускаем, да, где у нас вот эта вот центровая.
мы ее уже не довязываем и просто разворачиваемся. Развернувшись, продолжаем вязать наш узорчик. Он вот именно что в этом узоре, что удобно, не нужно считать там, допустим, 3 провязать, либо там не довязать чего-то. Здесь вот удобно. 5 сразу можно их, когда их не провязываем, этот узор, то значит мы сделали убавку, получается. По пройме мы продолжаем вязать прямо, а где у нас центр груди, вот в центре груди мы будем в каждом, получается, как каждый рядочек, будем его убавлять по одному узорчику до тех пор, пока у нас на плечо не останется всего 3 узорчика. Вот, смотрите, что у меня получилось. 1, 2, 3, 4 я сделала убавки, и уже 2 ряда по 3 узорчика я провязала. Вы можете, я смотрю, считаю по пройме, сколько длина у меня пройма составляет. Если вы хотите, чтобы пройма была более как бы подлиннее, под мышками сильно не жала, значит делаете примерно 25 сантиметров, да, можете еще длиннее сделать. Тут уж у всех тоже разные руки и разная форма тела, вот. А так, в принципе, у наших футболок стандарт это 20-22 сантиметра. Ну, на маечку я вот беру примерно 25 сантиметров, чтобы она была под мышками более свободной. Все-таки это летняя маечка. Теперь я вяжу все то же самое, только с другой стороны. Как вам понять, какая у вас сторона? Вот смотрите. Вы, допустим, начали вязать, развернули вязание и начали вязать свои, допустим, 5 вот этих столбиков с накидом, и потом взяли, развернулись, правильно, когда мы разделили. Так вот, представьте, что на этой стороне вы должны продолжать как будто вязать вот эти вот 5. Вот это и будет ваше продолжение вашего узора. Вы не должны начинать вязать, допустим, с 5 вот этих воздушных петель, да, если вы вязали узорчик вот эти из 5 столбиков с накидом, значит, вы должны вязать, продолжать вот эти вот, как они, ракушки, как они их там назвать, цветочком, 5 столбиков с накидом. И тогда у вас все пойдет прям, ну, ровно, сам узор и сами убавки. Я опять объясняю, что я в центре оставила узорчиков. Там буквально у меня сколько? 3 где-то штуки, да? 3-2 у меня примерно. И вяжем стороны идентично, только так же, как у нас получается пройма. На одной стороне у нас получается убавление на узорчики, а другая сторона нашей проймы, получается, были без вот этих 5 воздушных петель. Здесь точно так же. В центре у нас, получается, мы делаем убавки, не провязывая 5 вот этих столбиков с накидом, а на другой стороне, получается, мы делаем убавки, не провязывая 5 воздушных петель до конца. Вот что получается. Я вам высчитываю, показываю, сколько у меня получилось низ. Маечку я не стала делать сильно длинную, у меня даже ниток не хватило. Я уже взяла другую нитку, чтобы еще вам просто довязать, уже показать. Ниточки у меня вообще вот просто лежат для того, чтобы вам заснять мастер-класс. Ну вот, очень такой простой и удобный. Если что вдруг непонятно, обязательно спрашивайте, не стесняйтесь. Не надо писать, постарайтесь не писать гадости или что-то. Если вам непонятно,
переслушайте еще раз, либо начните вязать, и тогда вы все поймете, о чем я говорю и что я рассказываю. Главное просто начать. Когда вы просто смотрите и думаете, что «О, такая речь, ничего не внятно, ничего не понятно». Но на самом деле, когда начинаешь вязать и начинаешь каждый рядочек провязывать, то у вас все получится. Потому что на самом деле все очень легко и просто вязание такое оно, что начинаешь и все идет, все само идет. Теперь я соединяю две свои стороны на лицевую сторону. И получается на изнаночной стороне я сейчас опять скажу, может быть, у вас есть свой способ, как пришить две стороны. Может быть, там вы можете посмотреть также их в ютубах или там где-то на других сайтах. Не обязательно это все повторять за мной. Я шила просто столбиками без накидов свою маечку. Вот. И вот такая вот красота у меня получилась. Что непонятно, обязательно спрашивайте. Постараюсь всем ответить. Всем пока-пока.